Так, всех приветствую в прямом эфире. Недолгий, но очень нужный прямой эфир, потому что накопились вопросы, надо вам ответить. Чего вам нельзя делать вообще, чего нельзя касаться вам, господи, вам чего нельзя абсолютно касаться и трогать в магии. Для начала хочу вам сказать, дорогие друзья, я не хочу больше читать о том, что вот посмотрите, про вас вот какие-то гадости написали, вы, может быть, ее знаете, вот посмотрите на это. Я знать не хочу, кто что пишет, мне абсолютно начихать на то, что они пишут и кто они есть. Это во-первых. Вот кто-то выставил там квартиру, обшарпанные двери там показал и так далее, когда же они успокоятся, как надоели. Да, они правы, действительно, у меня квартира с обшарпанными дверями и вообще ремонта нет, это правда. А знаете почему? Потому что это не моя квартира. Я не собираюсь чужую квартиру ремонтировать. Каждый нормальный человек снимает квартиру и работает для того, чтобы создать свою. И потом однажды взять и переехать. Вы прекрасно знаете, что у меня есть вполне возможность снимать квартиру хоть в центре Москвы. Но есть такой момент, когда человек привыкает к местности, когда у человека очень много собирается, накапливается вещей за столько лет, да, это все нужно перевозить, это все нужно переносить и все и так далее. Естественно, ты думаешь, зачем туда-сюда таскать, половину разбить, потом оттуда еще куда-нибудь. Лучше дождаться времени, пока ты сможешь переехать в свою квартиру и просто спокойно собрать свое имущество, да, и переехать в свою квартиру. Это все разумные люди так делают. И много десятков лет снимают квартиры. Многие люди, имея свое жилье, снимают квартиру. Представляете? Они просто привыкают и к местности, и времени нет туда-сюда переехать. И они считают, что вот когда вся моя работа будет закончена, я спокойно перееду в свой дом и буду там жить. Обшарпанные двери им в глаза попались. Ну так и зачем я должна в чужом доме делать какой-то евроремонт? Для того, чтобы потом мне пришли, попросили с вещами, да, и квартиру продали. Это всегда так. Когда ты приводишь в порядок чужую квартиру, делаешь все как положено, они думают, а зачем я сдаю? Да, я могу и подороже сдать, я могу и продать и так далее. Кроме того, люди, которые сдают эту квартиру, со мной в очень хороших отношениях, я думаю, что даже если я уеду, у них будет трагедия, потому что я очень ответственный человек, никогда в жизни здесь не было долгов, никогда в жизни здесь не было недоплачено. Я всегда им помогаю. Вот у них мамы не стало, я отправила им деньги на похороны и так далее. Я порядочный человек, поэтому они очень дорожат мной и очень не хотят, чтобы я уходила, если честно. Вот эти, которые тявкают, да, вот которые мои ремонты смотрят с интересом, мне хочется им сказать, а вы приезжайте в Москву, снимите квартиру, э, живите, накопите столько вещей в этой квартире. А потом я посмотрю на вас, как вы легко и просто переедете каждую неделю в новую квартиру. Это люди, как правило, абсолютно незрелые, абсолютно тупоголовые, которые в жизни никогда ничего не добивались, понимаете? И они только могут сидеть и чесать своими языками. Просто чесать языком. Что вот квартира такая, ха-ха-ха. Они в своем Мухосранске сидят в бечевниках и обсуждают квартиры чужих людей. Чего вы на мои квартиры-то смотрите? А чего вы не посмотрели на подарки, которые стоят весьма недешево? Я, конечно, не имею такой привычки, я и не люблю это делать. Да и кроме того, вы прекрасно видели эти дары, я все время показывала. Да, не все, конечно, показываю, и времени нет, и не стоит этого. Но почему-то они зациклены на этих дверях, которые мне нахер не нужны 100 лет. Когда я перееду, пускай они свои квартиры хоть сдают кому хотят, хоть продают, хоть сами делают ремонт. Почему я должна думать о чужой квартире? Я единственное, что слышу последние годы, да, мой глаз они там трогают все время, глаз рисуют, и про квартиру. Вот квартира без ремонта, а нахера мне чужой квартире делать ремонты? Можете понять? Зачем мне это нужно? Если у нас с сестрой вообще в нашей семье за последние 8 лет мы приобрели
Она 2 квартиры приобрела, я 2 квартиры. У меня есть дача здесь еще. У нас есть дача в Армении, Арташатский район. Еще одну мы вдвоем приобрели, извините меня. Пускай они столько приобретут за столько лет, и пускай они сами оплачивают свое лечение, 4 года лечатся от рака, заодно и работают. Я посмотрю на них. Смогут они столько успеть и столько сделать? Здесь вот эти вот статуи, вот эти подарки, вот это все на несколько миллионов. Просто это такой товар специфический, он не всем же нужен и интересен, понимаете? Это и никто не намерен это продавать. Но я просто вам говорю, здесь вот только этих статуй, если посчитать, вот эти все атрибуты, вот эти все сделанные вот эти алтари, они на несколько миллионов, понимаете? Вы что, смеетесь, что ли? Действительно. Да, я там самое интересное, Марго, я ремонт сделала наполовину в этом доме, а жить не смогу. Не смогу я переехать. Там нужно провести воду, газ. Нету. Это просто дача. Потому что когда мы покупали, у нас была надежда, что в скором времени там будет поселок, там, а потом, как всегда, заморозили, как в России это делают. И просто дом стоит. Вот дом и дом. Не жить там и ничего, собственно говоря. Ну пусть будет, кому она мешает, кушать не просит. За аренду платим там особо небольшие деньги, это собственность, да. Когда мне тявкали, что это неправда, я показала вам документы на квартиру. И вторые, если надо, покажу. Но я просто не считаю нужным, кто вы вообще такие. Поэтому, пожалуйста, дорогие люди, не надо мне приносить вот эти вести о том, что кто-то что-то сказал. Да мне насрать, кто они чему сказали. Кто они вообще такие? Сколько людей десятки лет живут на квартиру, свои-то, свои или сдают, или вообще не живут в своих квартирах, потому что им удобно, они в Москве здесь находятся. Мне сейчас удобно здесь, у меня там ремонт. Он должен идти, если вы хотите сделать хороший ремонт, он должен идти долго, понимаете? Вот и все. А потом взяла все свои вещи и перевезла. Зачем мне нужно переезжать с одной квартиры на другую? Я понимаю, если бы у меня был один чемодан, я бы давно уже сняла апартаменты. Но вы сами понимаете, что у меня здесь атрибуты, у меня здесь столько статуй, у меня здесь алтарей дофига и больше, у меня здесь очень много чего. Это все надо перевозить. Какой нормальный человек это все перевезет на съемную квартиру, потом на свою? Зачем? Если надо, я перееду в свою квартиру. Что мне надо в Москве? Мне надо, чтобы была нормальная квартира, приличная, более-менее спать, кушать, работать и создавать свое. Зачем я должна в чужой квартире делать ремонт? Вы мне можете объяснить? Вот зачем это надо? Все, что здесь видите, это все мое. Господи. Здесь вообще ничего не было, понимаете? Да соберу и перевезу. А что делать? Люди тоже переезжают. Все переезжают, извините меня. Вот эта люстра даже моя, здесь вообще ничего не было. Это все мое. Но я это не заберу. Вот мебель, все это я оставлю. Я, естественно, все это оставлю. Кто будет тащить отсюда туда мебель? Мне от Москвы минут 20-25 ехать. Ну, рядом. Это Подмосковье. Я и не хочу в центре Москвы. Оно и не надо. Это новые районы, и у них больше будущего, чем центр. Центр засоренный весь. Просто, ну вот, я о чем хочу сказать. Вот пока еще нет, Елена. Я планирую, может, в июне, вот в августе. Хрен его знает, как у меня получится. Пока там не закончу, пока не будет, как я хочу, я, конечно, не перееду. Кто вы такие вообще чмошные существа? Вот реально, вот просто чмошники сидят. Вот посмотрите на ее квартиры, посмотрите. На ваши квартиры посмотрите. Вы кто такие вообще? Не обращай внимания, пусть это тут алкашня ходит. Я вам говорю, что Вселенная не любит пустоту, она всегда заполняет. Вот это я взяла буквально, сколько там, недели 2 с чем-то назад, вот эту вот штучку. У меня там было только одно украшение. Смотрите сюда. Больше места нету. Все. Я просто, знаете, что я хочу вам сказать? Я еще раз говорю, не любитель это все выставлять, но это вот мне подарено за последние полмесяца. Все остальное вы видели. Вот те, которые сидят, мою квартиру обсуждают. Мне просто вот интересно,
Им когда-нибудь такое дарили вообще? Вот ради интереса хочу у них спросить. Они такие богатые бабы, да? С квартирами, машинами, уже утвержденные в жизни. Их кто-нибудь вообще знает в этом мире? Вот это недавно вы видели. Это всего лишь мне подарено за последние несколько недель. Все остальное я не буду сейчас вытаскивать, показывать. Квартиры мои обсуждать. А что вы не обсудите вот это все? Может, их обсудите, а? Это же интереснее обсудить, правда? Здесь на одну квартиру хватит, суки. Ваши мухосранские, если хотите знать. Может, вы мне обсудите эти... Не квартиру мою, а что-то другое? А что вы это обходите стороной? Почему вот это не обсуждаете? Мне просто интересно. Если они покажут хоть одну, вот один такой подарок, тогда я скажу, ну да, обсуждайте меня, имеете право. Но поскольку вы хуйня, что вы обсуждаете? Кто вы такие вообще? Кого-то обсуждать? Извините меня. Не, а что вот это не обсудите? Чего вот это не обсудите? Скажите мне, пожалуйста. Почему вот это не обсуждаете? Скажите, вот почему эти не обсудите? Это машину стоит одну. Правда ведь? А что вот это не обсудите? Нет, не знаю. Хорошо, что у меня домработниц нету, потом не поймаю, чего куда пошло. А ну иди сюда. Бегом. Не, а обсудите, что? Вы же такие крутые люди, у вас все есть. Я даже не отрывала еще, пока что не ношу, потому что я летом ношу обычно. Зимой я не очень люблю носить. А что вы не обсудите? Никто близко к сердцу не принял ничего. Я просто говорю, когда они вот сидят, квартиру чужую обсуждают. А что вы это не обсудите-то? Может, это тоже пообсудим, а? Пообсуждаем, нет? Вот те нашли, что обсуждать, суки. Ну, обсудите давайте. Обсуждайте. Интересная же тема для обсуждения. Давайте обсудим вот это. А? Не хотите обсудить? Другие мои подарки обсудить не надо, нет? Давайте обсудим. Мои двери же обшарпанные вам мешают. Видите, сколько всего? Мне даже ложить некуда. У меня прямо, если бы видели мой балкон в каком состоянии, там некуда ложить вещи. Сколько всего. Вам так хочется обсудить? Давайте пообсуждаем. Хочу ваши гардеробы посмотреть. Чмошные существа. Давайте пообсудим. Не, мне просто интересно, а что люди не хотят обсудить вот то, что им глаза режет, то, что им неприятно, то, что не хотелось бы обсудить? Обшарпанные двери вам мешают? Так обшарпанные двери, они не мои. Хер бы с ними, что они обшарпаны. Почему я должна чужие двери сидеть чинить? Почему я должна чужую квартиру ремонтировать? Мне всего лишь надо тут жить, понимаете? Жить и создавать свое. Чмошники. А вы что сделали? Вам на 10 рублей кто-нибудь подарок подарил? Мне просто интересно. Не, а зачем я должна в чужой квартире делать ремонты? Сколько так людей сделали ремонт в квартире, а потом их попросили с вещами, а они сами дороже сдали? Зачем мне это надо? Скажите, вот мне сейчас делать нехер, значит, я всю свою работу остановлю, дела остановлю, да, и буду сидеть, делать ремонт здесь. На кой хрен? Вот на кой черт, скажите мне, кому это надо, эти ремонты здесь делать мне? Если я собираюсь в скором времени отсюда уехать, все, я поняла, что время подошло, все, мое уже постепенно делается. Мне надо уже свою жизнь, мне надо уйти. Всему есть время, надо закрывать, надо... Даже если бы у меня было желание купить эту квартиру, я бы ее не купила, потому что надо прошлое закрывать и начать другую, новую жизнь. Я же вам сказала русским языком, до 40 лет нам очень непросто, а потом уже постепенно нам дают возможность сделать то, что мы хотели давно. Вот и все. А что не обсудите? Вот это одна квартира ваша, мухосранские. Обсудите это. Обсуждайте, суки. Не, они сидят, просто обсуждают, якобы показывая, вон, смотрите, у нее даже квартира вот обшарпанная. Я вас спрашиваю просто. Спрашиваю, вопрос задаю. А что вот это не обсудите?
При чем здесь нервы? Успокойтесь, у меня никаких нервов нету. Я им вопрос задаю. Охренеть, суки. Пообсудили они. Вот квартира. Квартира и квартира. Квартира не моя. Понимаете? Квартира пускай будет какая есть. Какая мне разница? Самое главное здесь поддержать чистоту, чтобы было чисто, аккуратно, чтобы здесь жить, пока мне надо. А потом я со своими вещами в свой дом перееду. И мне без разницы, какая-то квартира будет, кто его будет, что делать, ремонтировать, продавать. Это не мое имущество. Зачем мне это имущество? И я хочу вам сказать, что эта квартира мне нравится, я люблю это пространство, она мне очень многое дала, я благодарна. Но что вы сидите, квартиры мои обсуждаете? А что, вон, обсудите, пожалуйста, что? А почему вы свое не покажете, чмошники? А? Охренеть. Послушайте, не надо мне эти тупорылые советы давать. Мне не нужны ваши советы, что мне надо обсуждать, чего не надо. Хочу и обсуждаю. У них жопа горит просто. Жопа горит и все. Пообсудили. Я же вам сказала, это всего лишь за последние месяцы я вам показываю. Обсудите это. А что не обсудите, а? Ну, обсуждайте. Вот это же интереснее обсудить, правда? Вот оно же приятнее обсуждать. Нет, потому что этого жопа горит у вас это ждать, понимаете? Да, дело не в этом. Просто ходят и... Вот они выставили квартиру, сказали, вот обшарпанная. Чё ж она говорит, что она вот востребована. А при чем здесь моя востребованность, скажем так, да? И при чем здесь моя востребованность и квартира чужая? Скажите, пожалуйста. В бечевниках сидите в своем сраном Кукуевске и обсуждайте меня, сука. Я помню, одна приходила, вот именно, это офис, это рабочее место, и не более того. Это рабочее место для того, чтобы создать свое, а свое уже создано. У меня вон сестра собирается в Ереван ехать, говорит, вот не знаю, там, хочу, может быть, там жить. В любом месте мира, куда захочу, я могу поехать и жить. У меня есть эта возможность. Но эту возможность я создала, бездельные твари. Сидят Ой, квартира, чмошники. А ваш бечевник, что не покажете? Ваши кольца, шубы хочу посмотреть просто. Мне интересно. Что у вас-то есть обсудить? Охренеть просто. Тут каждый день не знаешь, делами заниматься, понимаете? Или поехать посылки и подарки забирать. А они сидят, меня обсуждают. Вот именно правильно сказали, это офис. Это мой кабинет рабочий, скорее всего, чем жилье. Я понимаю, что никому нет дела, но просто раз уж вы так хотите, понимаете? Так, все. Идите нахер со своими советами. Мне нахуй не интересны ваши советы. Давайте. Я никогда не ведусь, ничего не делаю. Мне не нужны ваши тупорылые советы. Я 100 раз зрелее вас и умнее вас, я вас уверяю. Я никогда просто так, никогда ничего не говорю. Пошли вы в сраку со своими дебильными тупыми советами. Чё вот вас на эмоции? Какие эмоции? Я просто говорю, если вы показываете моим зрителям и говорите, что вот у нее квартира такая, я своим зрителям показала, вашу мать, вот здесь одна квартира лежит, вот, обсудите. Это только одно. Обсуждайте, гниды. Чего вы не обсуждаете? Армянка, чтобы жила плохо, ага, хер вам. Вы в скором времени узнаете, как я буду жить и как я живу. Просто есть вещи, которые всему свое время, понимаете? Всему свое время. Зачем мне сейчас выставлять, как говорят, бежать поперед батьки, если я еще не сделала этот ремонт, если я еще не решила переехать туда? Почему мне надо говорить заранее, что вот посмотрите, нет, у меня есть. Вы одну мою квартиру видели, суки. Вы много чего видели. Пошли в задницу, реально. Господи. Когда вы сможете своим друзьям подарить машину, понимаете? Вас послали один раз, еще раз посылаю. Пошла нахуй. Еще раз, Гусева, посылаю тебя. Давай, иди.
Если вы сможете, понимаете, подарить машины своим друзьям, потому что вам некогда сейчас сдавать на права, вот тогда придете меня обсудить. Я такой человек. Я, может, живу в обшарпанной квартире, но я могу себе позволить подарить очень дорогие подарки своим друзьям, близким, родным, кого хочу. А квартира, она чужая, пускай забирают и живут потом после меня. Мне без разницы. Я чужие квартиры и дома ремонтировать не собираюсь. У меня совершенно другое. У меня намного просторнее и больше квартира, куда я перееду, когда все закончу. Не ваше собачье дело, понимаете? Я перед вами отчитываться не должна, что и как. Но если вы очень хотите обсудить, вон, я вам дала тему для обсуждения. Обсуждайте. Так, сейчас, секунду, сейчас смотрю кое-что и дальше пойдем. Здравствуй, Меги. Какого вероисповедания автор? Марина Чумичева мне пишет здесь. Какое твое собачье дело, какого я вероисповедания? Курица ты тупоголовая. Какое твое сучье дело? Вообще, кто ты вообще такая? Чему из подворотни пришла мне мою веру спрашиваешь? Какое твое сучье дело? Иди пасись дальше в своей церкви. Что тебе надо, чмо? Выведут, потом говорят. Значит, первое, что я хочу сказать. Дорогие друзья, я, конечно, все понимаю, но я поняла одну вещь. Людей становится много, качество людей страдает, к сожалению. Мне сегодня уже не первый раз, значит, пишут, что «Здравствуйте, мы к вам по консультации». У нас есть чат с Яной. Яна мне скидывает номера людей, которые должны ко мне прийти на консультацию. Я прекрасно знаю, кто ко мне на консультацию. Я этих людей смотрю в течение суток, отвечаю к концу дня, как правило. Потому что мне нужно сесть, посмотреть, сосредоточиться. Просто снимать эфир – это разговор. Понимаете? Это просто общение. Но мне нужно сидеть, скажем так, посмотреть это все подробно, после ответить. И поэтому я прекрасно знаю, кто у меня какой день пришел. Значит, придумали очень хороший ход. Они пишут: «Здравствуйте, мы оплатили Яне, вот мы к вам на консультацию». Я знаю, что в этот день мне не этот человек. Я говорю: вы точно говорите? Вы ничего не перепутали, понимаете? Значит, да, мы вот оплатили, я не говорю: Ян, этот человек мне что-то такое пишет, я не могу понять. А она говорит: нет такого человека. Я еще раз пишу: иди сюда, Пусек, иди. Я сегодня злая, не зли меня еще больше, Пусек. Я говорю: ну вот человек так пишет. Значит, понимаете, как дело не в деньгах. Я многим, очень многим и так помог. Дело не в этом. Просто меня за дуру не надо принимать. Я же чувствую, что этот человек не знает. Понимаете? Что пишет. Я говорю: вы уверены? Я у нее, говорю, спросила. Она говорит: а, нет, а сколько стоит? А как прийти? Ну, вы знаете, уже действительно не надо меня за идиотку принимать. Вы что, правда? Ночью звонят: здравствуйте, у меня вот брат попал, там в ФСБ, у него там наркоту нашли, помогите, он не виноват, срочно помогите. Я говорю: слушайте, я не скорая помощь, вашу мать. И если хотите знать, да, лицемеры, твари в церкви сидят, свечи переворачивают людям живым, приходят, мне там эти читают нотации, чмошные существа. Я говорю: послушайте меня. Во-первых, я не верю, что вот людей просто так задерживают. Это 1 на миллион, чтобы действительно человек был не виноват. Основное количество людей, которые орут, что они не виноваты, они уже ни раз, ни два, ни три еще раз идут на зону всю жизнь. Я говорю: вообще нормально, нет? Я говорю: посреди ночи я должна, помогите срочно. Ну, Инга сказала, вот я не знаю, где я сказала людям, что по каким-то этим острым вопросам мне звонить. Уже не первый раз про этот острый вопрос. Покажите мне место, где я про этот острый вопрос сказала. Как эта дура, скоро ее везут, она лежит, мне СМС пишет: у меня нога отнялась, меня на скорую везут, помогите, спасите.
Не, ну у вас вообще, вы что это? Крыша поехала. Что за хрень вообще, люди? Может, хватит, а? Если вам кажется, что если я столько дарю людям, то мне делать нефиг просто, от нехер делать, я вас разочарую. У меня очень много дел и очень много работ. Но у меня есть определенная цель, которую я должна делать. Я одно время отдыхала целый месяц, не хотела. И у меня столько всего случилось. Я поняла, мне не для этого дали жизнь, чтобы я сидела и отдыхала, прохлаждалась. Я и работаю, и показываю. И поверьте мне, невзирая на то, что я столько дарю, у меня все равно хватает людей от столько. У меня расписано все до мая. У меня хватает людей, и люди, если придут, случайные, это те, которые, например, кому-то я отказала, да, и втиснулись вот в этот график. Вы что, правда думаете, что я вообще, что мне делать нефиг или как? Что за идиотизм, в конце концов? Да, им срочнее всех надо. Значит, первое, что я хочу объяснить. Значит, вопросы, которые задают, я хочу, чтобы вы поняли. Дорогие друзья, еще раз объясняю, что вы поклоняетесь силам. То есть вы просите и получаете. Я служу силам, понимаете? Это разные вещи. Для того, чтобы просить здоровья, для того, чтобы просить помощь в делах, деньги и так далее, достаточно поклоняться силам, то есть попросить их, они вам дадут. Но для того, чтобы учить людей, для того, чтобы лечить людей, для того, чтобы вытаскивать людей с того света, заговаривать, очищать их судьбу, надо силам служить. Разницу чувствуете? Так вот, значит, первое, что вам не следует делать. Когда я дала заговор исцеления, закавказское исцеление, армянское исцеление, исцеление вуду и так далее, я сказала, что вы можете провести для своих родных, положить фото, начитать на их имя, называя их имя. Это совершенно другое. Просить исцеления для близкого человека по крови или по духу вы имеете право. Но когда мне пишут, я могу вот эту вот чистку провести там своему отцу, матери. Нет, не можете. Вы не можете. Почему? Потому что вам не дано это все. Вы не имеете такого права. Вы кто? Кто вы в мире магии? Вы ведьмы, колдуны, вы вас призвали, вы целители. Кто вы? Вы никто в мире магии. Какое вы имеете право, значит, проводить какие-то ритуалы для других? Нет, дорогие друзья, вы не имеете на это права. Вы не смотрите на тех чмошных существ, которые ставят, значит, знаете, я сейчас советы не даю, спокойно. Вы не имеете права проводить какие-то ритуалы очистки, снятие порчи и прочее, прочее, потому что вы не призваны для этого. Вам дают для себя, берите, сделайте. Для вас это можно. Я, скажем, подогнала, грубо говоря, под простого человека, добавив туда слова-ключи. Я такие сильные чистки вам дарю. Понимаете? Нельзя вам делать никому ничего. Вам лично нельзя. Вы не имеете на это права. Здравствуйте. Пойдемте далее. Дайте, пожалуйста, ритуал от этого. Дайте. Вы не в ресторане сидите. Вы не сидите в кафе. Вы не сидите в каком-то курорте, чтобы делать какие-то заказы. Не надо делать заказы. Я даю те ритуалы, к которым вы готовы, которые вы воспринимаете, поймете, сможете сделать. Я 100 раз говорила и 100 раз повторяю еще раз. Вчера какая-то мразь под роликом «Цыганское предсказание» написала «Чмошная цыганва». Ну, во-первых, хочу ей сказать, что чмошная она сама есть. Во-вторых, при чем здесь цыгане? Это цыганское предсказание, которое присуще другим людям в том числе. Так даже если бы я была цыганкой, предположим, это дает тебе право обзывать меня? Бичиха.
Если там написано цыганское предсказание, это не значит, что там цыгане сидят. Вы понимаете, насколько недалекие животные вокруг нас обитают? Если написано исцеление Вуду, это не значит, что африканские племена там скачут. Это значит, что взято оттуда, это значит, что это из их культуры взято, да, и мы это используем. Я понимаю, что очень много недалеких, да, правда, убогих существ вокруг, но в любом случае, я таких убогих видела. Одна убогая вообще говорила, что она красивее меня 100 раз. Сидела, позировала. Мы ее назвали женщина-гриб, потому что у нее шея, жопа и живот одного размера. Но она красавица, конечно, очень красивая. Вот. Дальше. Не нужно проводить чистки, если у вас нет сил, если вы себя плохо чувствуете. Значит, дальше. Статуи богов. Дорогие друзья, да не только малообразованные, понимаете, бывают люди, которые озлоблены на жизнь. Вот у них алкаш-муж валяется на диване, а он заходит, смотрит, да, то есть она смотрит, вот женщина, которые там пишут благодарности, ей же плохо становится, она по жизни ноль и понимает, что она сдохнет без зубов и, не знаю, без ничего. И вот она заходит, смотрит, а что-нибудь гадкое написать, чтобы легче стало. Сегодня смотрела, там чай пила, чуть не блеванула, выключила. Ну, уже так надоело вот это вот мужское, женское. Иногда включишь на 15 минут отвлечься и смотрю на этих убогих, уже смотреть не хочу. Ой, мне Васю, Вася мне судьба дала Васю. У самой зубы черные, извините меня. Волосы уже выцветшиеся, бесцветные. Такая вся рюмку держит, сигареты. Я думаю, Господи, ты сначала зубы себе вставляй, потом волосы покрась, потом иди помойся, потом ложись под Васю. Тьфу. Омерзительно просто. Вот смотришь вот этот контингент. Конечно, они и будут заходить и писать. Дальше. Боги. Статуи богов. Это не просто статуи, это не просто сувениры, дорогие друзья. Что за хрень вообще? Какую красоту, какие родники, какую порчу насмерть ты бежишь делать? Что за это, с дурки, что ли? С палаты номер 6 притащилась. Значит, дорогие друзья, что я хотела сказать? Да, статуи богов. Я не поняла, о каких вообще, о каких смертных порчах было сказано. Что за хрень вообще я прочитала сейчас? Фух, все. Статуи это... ну да. Сила. И эта сила, эту силу не все выдержат, понимаете? Вот как, скажем, определенное изображение какого-то божества или статуя, оно привлекает на вашу сторону вот эту силу этого божества. Я поняла теперь, что вы про этих дур рассказываете. Поэтому учтите, что есть темные боги, чью энергию вы не выдержите. Если вы будете дома держать статую определенного характера, определенного качества, вам со временем станет плохо. Я сейчас вам покажу, какие. Люди не понимают, я им объясняю, они все равно. Вот какие вам можно держать? Ахура Мазду, если вы хотите, потому что это бог всех богов. И я рассказывала об истории Ахура Мазды. Да, он считается богом справедливости, учений и так далее. Дальше. Можете держать дома фортуну, естественно, различные фортуны, сколько угодно, они не лишние. Вот еще внизу есть фортуны, чугунные и так далее.
Кого можно дома держать? Дома можно держать Асклепия, но не всем. Вот он, Эскулап или Асклепий. Он бог врачевания. Ему приносили черного петуха и просили помочь, просили исцеления. Он ночью приходил во сне и говорил, какие травы собрать, как их заварить, как их пить. Я не знаю, умеете ли вы так делать фортуну своими руками, чтобы она выглядела красиво. Вот о чем речь. Пусек, иди сюда, иди, там никого нету. Значит, дальше что можно сделать? Дома держать. Просто пытаюсь сейчас объяснить вам, какие еще можно, скажем, статуи, которые вам не причинят вреда. Если у вас собаки, кошки, если вы занимаетесь разведением, вы можете дома держать кернуна или керна. Его еще называют ацха. Он хранитель, бог животных. И он помогает вам вот в хозяйстве. То есть помогает он следить за вашими животными. Если вы разводите, если нет, то смысла нет в том, чтобы вы его держали. Дальше. Вот он, кернун, следующего изображения. Что можно? Ганеша, естественно, он бог денег. Ганеша можно дома держать. Далее пойдемте. Просто показываю из всех этих божеств, что именно вам не навредит. Что можно держать дома. Даже фигуры ворона и прочее тоже не всегда хорошо держать. Понимаете? Спасибо. Фигуры ворона и то они опасны. Ника. Можно ли держать Нику? Можно держать, но не всем. Понимаете? Бог пива не существует, но есть бог пьянства. Это Вакх или Дионис, если вас так интересует. Если вы поклонник Диониса, то, пожалуйста, конечно, можете держать. Каждый день вакханалию устраивайте дома. Оргии и так далее. Что за тупые вопросы? Можно увидеть ваше лицо или фотографию. Я сейчас специально для тебя буду свое лицо выставлять. Есть мое лицо? Зайди и посмотри. Везде оно есть. Дальше. Да, Коба Сталин. Гея, вот, она богиня, скажем, земли. Она сама земля. Значит, она сама земля, и она мать богов. Ее можно держать в разных ипостасях. Вот она, Гея, видите? Вот птица на голове. Здесь еще в другом варианте, это мне Марго отправила. Это Гея. Ее можно держать. Потому что она дает здоровье. У меня даже есть ритуал с Геей. Дальше пойдемте. Не надо мне сейчас вопросы задавать. Пожалуйста. Я о них уже говорила 100 раз. Смотрите, пересматривайте мои ритуалы и ролики. Я не буду каждому человеку персонально сидеть и отвечать. Какого статуэтка карапа? Какой карапо? Карапо что такое вообще? Дайте договорить, имейте культуру. Дальше. Денежное дерево можно держать. Они призывают определенную энергию денег. Лягушка красная. Кольцо или, скажем, подвеска. Ой, красное, господи, из золота. Он приносит... Слушайте, любовь к гармонии дома, а статую не идет. Любовь к гармонии идет от ваших мозгов и поведения. Карп имеет в виду, господи. Это все западная философия, ой, ты, восточная, азиатская. Она не всем подходит. Это азиатская философия. Дайте я скажу. Далее. Пирамида. Пирамида регулирует энергию дома. Пирамида. Можете держать пирамиду. Лягушка из золота. Как
кольцо и лягушка из золота подвеска для мужчин, приносящих удачу и деньги. Оно проверено, оно действительно притягивает. Но правда, если у вас дороги совсем не закрыты. Лягушка серебряное, кольцо или подвеска помогает женщинам. Женщинам серебро больше помогает. Вот поэтому я серебро или белое золото в основном ношу. Статуи нимфы можно носить, то есть можно держать дома. Она ничего не туда и не сюда, скажем так. Она не так и не сяк. Да иди ты нахер, Коба. Давай отсюда, чеши. Катра касакме. Фото, фото. Задолбал. Чё, влюбился? Жениться хочешь? Я красивая, можешь жениться, не переживай. Сколько можно эту хрень читать? Можно ли дома держать куклы, скажем так, да, наверное, куклы ведьм и прочее, прочее. Нельзя. Нельзя, потому что, дорогие друзья, каждый культ, каждое направление в этой жизни, вообще во Вселенной, она привлекает определенную энергию. Если вы любите культ смерти, если вы держите дома черепа, если вы любите там изображение черепов и так далее, это культ смерти. Это все относится к культу смерти. Поклонение культу смерти плохо заканчивается. Вспомните все люди, у которых было готское прошлое, да, носили там всякое, то гробы, не знаю, какие-то изображенные, то кольца с различными этими черепами. Они очень плохо отражаются на и психике человека, и на его энергетике. Поэтому их держать обычному человеку не стоит. Вы привлекаете на свою сторону культ смерти. Понимаете? Дальше. Куклы. Авторские куклы не всем можно держать. Вот подобные куклы, вот это вот ребенок, который спит, Реброн он называется, или Реборн. Вот подобные куклы, блядь, ну что за тупая публика, господи, опять. Это можно, а то можно. Да это не от этого и идет, слушайте, что вы будете держать, чего не будете держать. Понимаете, не от этого ваше счастье, не от этого в вашем доме богатство. Богатство придет, когда вы пахать будете, как лошади. Просто есть символы, которые вам помогают. И не более того. Так вот, авторские куклы, как правило, они делаются из живого материала. Как правило, это настоящие волосы. Кто будет свои волосы сдавать? Никто. Волосы берут из крематориев. Крематорий – это что такое? Это место умерших людей. Вот это живые волосы, они даже не накрашенные. Не крашеные это волосы. Это говорит о чем? Это говорит о том, что умершая была молодая женщина. Я могу даже сказать, она попала в аварию. Просто видно от нее энергетика. И, естественно, такие, скажем так, для вас, для обычного человека, это очень тяжелая энергия, чтобы выдержать. Поэтому держать дома подобные куклы небезопасно. Мы сейчас тему говорим, чего нельзя простому человеку и не стоит. Это очень большой натиск энергии со всех сторон, дорогие друзья, понимаете? Со всех сторон натиск, и ты этот натиск не выдержишь. Дальше. Ну вот такие же куклы, например, ведьмы и прочее. Надо ли держать дома? Не рекомендую, потому что точно так же, скажем так, привлекают на сторону вашу, да, вот эту вот темную энергетику, скажем так. Да, ты можешь фаллос держать, конечно, и иногда попрыгать на него по вечерам. Очень так будет креативненько. Ответ устроил? Вот. Дальше что? Или можешь отправить это, например, голубым магам на 8 марта. Им понравится. Вот это мальфарские куклы. Это мне с Украины. Значит, вот. Ну а что, какой вопрос, такой и ответ, понимаете? Фаллос можно держать? Можно, конечно, попрыгайте всей семьей. Понравится. Они все авторские.
Они все, скажем так, с настоящими волосами, человеческими. И для простого человека это опасно. Почему опасно? Потому что это настоящие волосы, и они от мертвых людей. Был такой средневековый кукольник, который делал очень дорогие куклы для дорогих господ, и их дети со временем умирали. Когда начали исследовать, почему так происходит, да, оказалось, что эти куклы были сделаны из материалов, которые брали в доме сирот, то есть вещи этих сирот, волосы этих сирот. То есть они носители мертвой энергии. Но вы поймите, ведьма питается этой всей мертвой энергией, всей этой тяжелой энергией, всей этой страшной энергией. Почему? Она как цветок. Вот как цветок питается углекислым газом, видимо, питается этой энергией. Но для вас эта энергия очень опасна. Дорогие друзья, это все зависит от того, кому что дано в этой жизни, понимаете? Мне дана эта энергия. Я этой энергией питаюсь, этой энергией живу, она мне никак не мешает. Если нормальный человек в эту энергию попадет, в этот круговорот энергии, то со временем начнет сходить с ума, со временем заболеть. То есть вот та энергия, которую вы здесь видите, от всех этих статуй, атрибутов и прочее, для обычного человека смертельно опасна. Да даже не каждая ведьма это выдерживает. Это нужно просто действительно выдрессировать, грубо говоря, свою энергетику за много лет практики, чтобы суметь жить в окружении стольких сильных предметов. В исламе, например, запрещены куклы. Куклы запрещены, потому что считается, что все, что обладает глазами, руками, все, что похоже на человека, туда может вселиться джин. Я хочу вам сказать, что где-то это правда. Вообще, скажем так, ислам более близок, я об этом уже говорила, к арабской древней культуре, да, потому что ислам, он взял очень много у арабов, естественно, это арабская культура, и плюс еще и ветхозаветные истории и так далее, все вместе. И вот в арабской культуре особое место, огромное место посвящается джиннам. Я об этом уже говорила. Конечно, в чужом помещении сделаешь ремонт, все исправишь, тебя попросят уйти. Ты должна жить там и создать свое, а потом уйти. В чужом незачем, знаете, обживаться. Так вот, мы говорили про джиннов, и в отличие от христианства, скажем так, ислам не относится к джиннам пренебрежительно. Наоборот, говорит о том, что это очень сильные сущности, и надо с ними считаться, поэтому не надо с ними связываться. Это целая вот доктрина о джиннах, она посвящена, и очень много там приводится, как сделать, как себя вести. Ну, например, я вам уже говорила, откройте, посмотрите, все о джиннах. Там у меня есть и эфиры прямые и так далее. Так вот, если вы приносите еду и ставите рядом с кроватью или едите лежа и так далее, есть большая опасность, что они будут на вас нападать ночью. Почему? Потому что любой дух, да, любая сила, она питается молекулами еды, то есть она питается ароматом еды. И если вы оставляете рядом еду, то ночью они могут прийти для того, чтобы этот аромат забрать, то есть питаться. И вы ночью, не понимая, повернетесь и заденете его. И он вам за это отомстит. То есть, как вы понимаете, там целая доктрина о джиннах. И откройте, посмотрите, я там объясняю квалификацию джиннов, объясняю вообще полностью. Это считается некая раса духов, которая была создана за много раньше до человека. И джинны в основном, они нацелены на мусульман. Больше всего они своими врагами считают именно мусульман. Почему? Потому что они восточные духи, восточные боги, стражники Востока. И когда, значит, восточные народы приняли ислам,
они стали заставлять джиннов принимать ислам. Одна часть джиннов приняла ислам, другая часть отказалась. И они считают, что ислам – это та религия, которая их оттеснила. То есть они были там главные, да, верховодящие. А сейчас пришла совершенно иная вера, которая их притесняет. И их целью являются мусульмане. То есть христианам джиннов бояться незачем. Хотя они тоже, да, могут... Многие путают, вот многие говорят, вот джинны и бесы, ну вот в христианстве бесы, а в исламе джинны. Нет, дорогие друзья, это совершенно другие духи. Это совершенно разные духи. Да, можно условно так назвать, ну вот как у вас джинны, так у нас бесы. Нет, это совершенно разные другие духи. Здравствуйте, Кет Иван. То есть они духи Востока, понимаете? Придурок, ты не перевернулся, и они тебя отомстили. Если ты жрал у себя, вот жрал, понимаете, в постели, вот тогда они на тебя нападут. Уши промой, если ты компотом моешь, почисти. Значит так, Малина Малинкина, я вам отвечу сегодня, очень постараюсь, на всякий случай. Мы сейчас об этом не будем говорить, о Шурали и прочее, прочее. Мы сейчас говорим о другом. Если вам интересно, я проведу еще один прямой эфир о джиннах и расскажу вам про джиннов. Хотя я много рассказывала, но, может быть, вам интересно еще раз послушать более подробно и вопросы задавать. Вообще новые люди, которые, да, не знают про джиннов. Джинны подразделяются, джинны есть различных мастей, даже мусульмане до конца не знают джиннов. Это не черт, это тьма, темная сила называется. Неправильно вы не отвечайте на то, что в чем ты представления не имеете. Значит, так вот, считается, что... Ой, иди нахер, незнакомый человек, давай отсюда. Хамить нельзя. Да уж, конечно, жопу тебе целовать надо, придурок. Значит, поэтому в исламе считают, что любой предмет, у которого есть глаза, уши, который чем-то напоминает человека, что он может, значит, навредить человеку. И поэтому у них запрещаются куклы. Ну, сейчас-то можно, конечно. Вы не заметили, что, например, в мечетях нету росписи, нет лица? То есть нет росписи, похожей на животных, на зверей, на людей. Там только орнамент. Почему? Потому что считается, что если что-либо будет напоминать что-то живое, да, туда поселятся джинны. Потом, знаете как, дорогие друзья, нет, я верю в магию присушки. Господи, какой интересный вопрос мне задали. Не верю, фигня все это. Не верьте, идите дальше. Значит, все, уже забыла, о чем я говорила. Вот вмешаются всякие дебилы, избивают. Потом они знают, что все, что напоминает человека или зверя, у человека есть такая особенность поклоняться всему. Вот в христианстве сначала просто шли для того, чтобы, значит, поклоняться, да, Богу, а потом начали изображать иконы, потом начали изображать фрески, там всякие библейские какие-то истории, там сцены. И что случилось потом? Люди начали этому поклоняться. Они начали поклоняться. Подождите пока. И поэтому ислам, который пришел намного позже христианства, наученный горьким опытом, зная, что человеку все равно хочется поклоняться, он запретил полностью изображение. Но хочу вам сказать, что в шиизме есть поклонение могиле, в шиизме есть поклонение святому месту. В суннизме это запрещено. Но на Кавказе, например, да, Дагестан, Чечня и так далее, хотя там суннизм исповедует, но там тоже до сих пор есть вот это вот поклонение могиле, святому, поклонение могиле человеку, который
как бы один из учеников пророка Мухаммеда был и так далее. Если я проведу прямой эфир, естественно, я проведу. Но мое, понимаете, мои прямые эфиры не про, скажем так, не про ислам, потому что я не исламский богословник, а про джиннов то, что было еще до исламское время. То есть то, что должны знать люди, которые хотят знать о джиннах вообще. Что это за создание, существа, как они появились. Ну, было рассказано, но если очень хотите, еще раз расскажу об этом. Значит, кроме того, почему мишенью являются именно мусульмане? Многие мусульмане боятся джиннов. Нету в мире ни одного мусульманина, который не подвергся нападению джиннов. Ну, нету, вот я не знаю таких людей. Основное количество мусульман несколько раз в жизни подвергались нападению джиннов. Почему? Потому что считается, что мусульмане – это личные враги джиннов. То есть джинны их считают за личных врагов. Поскольку считают, что приняв новую веру, они, значит, они их притеснили, то их изгнали, понимаете? Они их изгнали из их любимых, ну, в общем, насыщенных мест. Они считали, что они должны быть первые дети Бога. Оказалось, что пришли люди отобрали их место. И поэтому джинны им мстят. И вот эти нападения джиннов, значит, в Коране сказано, что если вы ложитесь спать, оставьте хотя бы одну свечу, где-нибудь свет. Потому что если в доме есть хоть где-нибудь свет, значит, джинны не подойдут к вам. И многие вот мусульманские семьи, у них традиция где-нибудь оставить свет. Знаете, вот может быть, кому-то покажется вот средневековые какие-то, ну, высказывания, ну, при чем здесь свет, при чем здесь это. Но я хочу вам сказать, дорогие друзья, что это не просто высказывание, это опыт поколений. И пророк, давая рецепт людям, как что делать, не просто так говорил, понимаете, что вот оставляйте, значит, свет и так далее. Это не просто средневековое какое-то, как вам сказать, суеверие. Это реальные факты. Значит, там сказано следующее, что если человек не стрижет ногти, под него могут поселиться джинны. Когда я это читала, ну, я улыбнулась, думаю, ну это смешно вообще. Что значит, если не стричь ногти, значит, поселятся джинны? Ну, при чем здесь джинны и ногти? А теперь я поняла, к чему это. Понимаете, как тогда люди не умели высказывать, здравствуйте, высказывать не умели, скажем так, свое мнение правильно, да, грамотно. Говорили, как чувствуют, как понимают. Шайтан – это совсем другое. Я сегодня объясню вам еще раз. Значит, они высказывали так, как понимали, вот дословно передавали. Для нас это может звучать дико, да, или смешно, или наивно. Ну что значит, если ногти не постриг, значит, джинны вселяются туда. А я вам сейчас объясню, что есть определенные духи, черные духи, именно вот каста джиннов, самые низменные духи, которые любят грязные места. Нет, наращивать ногти можно, когда грязные они. Если грязные ногти, под ногтями говорят, что вселяются джинны. А теперь я вам хочу объяснить. Женщины, которые не ухаживают за собой, у них начинаются проблемы со здоровьем и в жизни. Так вот, почему это сказано? Потому что черные, темные, низменные джинны, они любят грязные места. Они любят неухоженность, грязь и так далее. И именно поэтому, если у человека действительно грязные ногти, у него есть очень большая вероятность, да, собрать вокруг себя вот эту черную, самую низкую касту джиннов. Следующий момент. Когда был принят ислам, то пророк запретил, значит... Ну, вообще, я сейчас отвлеклась на джиннов. Ладно, последний рассказываю, и все. Я вам обещала, я сегодня сниму ролик. То есть сниму прямой эфир про джиннов. Обещаю, даю слово. Даю честное, благородное слово. Не знаю, насколько хватит у меня, но если не хватит, я продолжу. У меня просто бывает, что вот зарядка заканчивается. Надо, наверное, этот телефон уже сменить. Он уже ненадолго хватает. Ну вот, сделаемся. Как в том фильме. Сделаем. Значит,
Он сказал, что отныне поклоняться главному джину места не следует, что надо поклоняться Аллаху, а не главному месту, то есть главному джину. В каждой местности был главный джин. Когда арабы останавливались где-нибудь, а бедуины, вы знаете, что они все, в принципе, кочевые народы, да, когда они останавливались где-либо, значит, они первым делом приходили в пещеру, где рядом была пещера, и говорили «Вассаламу алейкум», то есть «Я тебя приветствую, хозяин местности, джин», и приносили ему откуп. Это помогало им, чтобы они избегали нападения разбойников и так далее. Джин их охранял, то есть кто принес пожертвование джину, тот мог спокойно ночью спать. Когда пришел пророк, он сказал, что джин этого почета недостоин, то есть нельзя поклоняться кому-либо, кроме Бога. И джинны начали мстить людям. Они начали, значит, они приумножили разбойничьи нападения в пустыне. И тогда сам он пошел договариваться с главными джиннами. Когда он зашел в пещеру, что-то им сказал, люди не знали, что он им сказал, но когда он вышел, сказал, что после этого джинны на людей в пустыне нападать не будут. И с того времени они не нападают. И так далее. Ну, в общем, не знаю, поднимите руки, кому сегодня про джиннов рассказывать. Я уже столько рассказывала про них. Все равно опять хотят новые люди. Опять расскажите, пожалуйста, будьте любезны. Ну ладно, буду рассказывать. Сегодня сниму прямой эфир. Мне сейчас надо выйти на час с чем-то. Ну, может быть, к 8 часам где-то так я расскажу вам про джиннов, если вам интересно. Потому что джиннов всегда путают с духами Запада. То есть считается, что все джинны это те же самые бесы, тот же самый черт и так далее. Нет, это далеко не то, это совершенно иные духи. Это иные духи. Вот. И поэтому, именно поэтому хочу вам сказать, что, наверное, ислам более близок к знаниям древней магии, чем христианство. Потому что христианство полностью отрицает. Если вот посмотреть, христианство очень пренебрежительно относится к духам, да, другим духам. Оно считает, что они не имеют никакой силы, что они ничего не могут, что они ни на что не способны и так далее. А вот ислам совершенно по-другому к ним относится. Он даже подразделял все, вот, скажем так, все эти, как вам сказать, квалификации джиннов. Кто они есть, откуда пришли и так далее, и так далее. Это все существует. Изгнать от человека, я боюсь, что вот показывают, что вот молитвами, там, Кораном изгоняет. Нет, дорогие друзья. Ну вот я расскажу сегодня и скажу, как их отличить и как узнать. Не изгоняются они Кораном, это все театры, извините за выражение, но в основном это все аферизм. Их изгоняют не Кораном, их изгоняют по-другому. Есть то есть особая технология, техника. С ними договариваются. Они любят, когда с ними договариваются, их просят. Нет, иудеи никак не могут изгнать. Иудеи вообще отношения не имеют к джиннам. Что такое вообще ислам? Ислам, христианство и иудаизм, они возникли на одной почве, на иудаизме, да? Значит, здравствуйте. Евреи не приняли Христа, они только Ветхим Заветом руководствуются. Дальше идет, значит, все забыла. Да, христиане приняли Христа и Ветхий Завет, но в основном они руководствуются Новым Заветом, хотя Ветхий Завет тоже они как-то принимают. А ислам – это пересказ Библии. Они считают Христа пророком, они не считают его сыном Бога, они считают, что Иса был пророк, и была Марьям, которая родила его, и так далее. Они не считают, что Марьям родила от Бога или как-то по-другому, у них немножко другой, да? Но есть у нас общие святые и все такое. Они на одной почве возникли. Это называется, значит, сейчас скажу, монотеистические эти религии, то есть религии, которые поклоняются единому Богу. Считается, что Аллах и Господь Бог и иудейский Яхве – это один и тот же Бог. Совершенно разные боги.
абсолютно разные. Во-первых, начнем с того, что Аллах или Лахи, Лахи означает создающий или дающий создаваться, это древний бог Востока. Когда приняли, понимаете как, каждый народ принимает религию под свою почву. Когда эта религия пришла, они сказали, что, значит, а мне предлагали преподавать, один мусульманин мне сказал, что меня может устроить в духовную семинарию, только мне надо для этого ислам принять. Я говорю, слушай, дорогой, я не собираюсь ни ислам принимать, ни христианство принимать, ни в семинариях преподавать. Идите отсюда, мимо. Так вот, когда ислам пришел, то есть когда пришел пророк и начал говорить, что узнали о Боге, об истинном Боге и так далее, первым, что пришло в голову арабов, Илляхи, то есть тот, который дает создаваться. Это очень древний Бог. Его еще считали лунным божеством, дорогие друзья. Почему? Потому что лунный серп, полумесяц, знак ислама. Вы знаете, что полумесяц в начальные века ислама был запрещен? Нельзя было, значит, как вам сказать, применять. Полумесяц позже пришел. Точно так же, как и иконы в христианство позже, намного позже пришли. И они сказали, это тот самый древний бог Лахи, просто он сейчас дает нам откровение. Второе. Когда пришло христианство, да, каждый народ, который поклонялся своему верховному божеству, сказал, это от нашего Бога откровение. Например, армяне сказали Аствац. Аствац был еще до христианства. Аствац. Тот, который дал все. Вот если так расчленить это слово, да, тот, который все дал. Аствац. То есть тот Бог, который все дал, он уже и так был до христианства. Но когда мы приняли новую религию, приспособили, вот мы сказали, ой, это же про нашего Астваца, тот же самый, просто мы меньше знали о нем, сейчас больше знаем. Вот и все. И то же самое Яхве у евреев. Яхве вообще это злобный бог пустыни, о нем я рассказывала. И именно потому, что он злобный бог, поэтому евреи так замучены им. И последний расскажу вам анекдот. Собрались все евреи мира, пришли к Богу и говорят, Господи, пожалуйста, умоляем, очень просим, какой-нибудь другой народ выбери, пожалуйста, нас отпусти, очень тебя просим. Он говорит, ну кого ж я выберу, кого я выберу? Что ж вы говорите-то, я не пойму. Пожалуйста, Господи, ну кого вот не жалко, того и выбери, пожалуйста. Поэтому вы же не думаете, что они очень счастливы, что их выбрали. Как говорится, терпи, еврей, потому что Бог тебя любит. Да, очень интересное проявление любви. Так что я бы не сказала, что они очень, понимаете, очень счастливы, что их выбрали. Да, был бы, говорит он, не еврей, жил бы спокойно человек. Вот и все. Так что это не самый, скажем так, добренький Бог, понимаете, о котором сказано. И библейский Бог, он просто приспособлен в разных религиях, но, скажем так, а у нас есть такая поговорка, это у армян такая поговорка, терпи, еврей, Бог тебя любит. Вот так вот, терпи как-нибудь. Тебя же так любят, вон выбрали, дали тебе между арабами страну. Живи, еврей, радуйся жизни. Чё тебе не хватает? Ну, иногда бомбы там летят. Ну и чё теперь? Что ж теперь делать? Награда у тебя от Бога такая. Он же тебя так любит. Очень. Ой. На самом деле, мне жалко этот народ, если честно. Это очень сильный и очень разумный народ, и очень работоспособный. Но они всю жизнь вот так вот, вот это клеймо какое-то, знаете, вот прямо почему, я не могу понять. Значит, подождите секунду. Израильтяне – это евреи? Ого-го. У вас, конечно, великие познания географии и истории. Я поражена. А кто же они? Израильтяне, швейцары, что ли? Естественно, евреи.
А почему их называют израильтяне? Знаете, это по их отцу. Яков, который ночью сражался с, не познав Божьего, значит, ангела, он с ним сражался, он не пускал его к своей семье, не допускал. Он вытащил нож и начал с ним сражаться. И тогда тот посмеялся и сказал: Яков, ты даже с Богом сражаешься. И вот оттуда Исраил, тот, который сражается с Богом. Дети Израилева, дети Якова. Понимаете? Конечно, израильтяне – это евреи. Вот интересный народ вообще. Я такой, да, век живи, век учись. Это вообще, это меня, конечно, ошарашило, ну да ладно. Но хочу я для евреев сказать очень нехорошую новость. Дело в том, дорогие друзья, что евреи зародились вообще как нация вот под созвездием рыб. Когда зарождается нация, да, тогда его упадок, собственно, не упадок, а, ну как, эра проходит, они начинают уже меньше оказывать влияние. Так вот, евреи, как нация, создались. Евреи же кто? Евреи шумеры. Это шумерское племя. Вот между Речи, Халдеей и так далее, да? Вот. Так вот, значит, евреи зародились как нация, когда была эра рыб. И поэтому вот эта эра рыб, которая продолжается столько тысяч лет, это эра евреев. Они правят. Ну, каждого президента бери, каждого бери, он еврей. Почему этот народ правит? Я вам сейчас объясню. Подождите секунду. Значит, почему этот народ правит? Вспомните библейскую Эсфир, которую отдали царю Артаксерксу, а потом она спасла евреев от резни, которые хотели устроить приближенный царя, там Аман был и его приближенный. Тогда Эсфирь спасла еврейскую нацию. Она попросила мужа, и тот, значит, отдал приказ, чтобы евреев не трогали. Жена Кира была еврейка, царя Кира, и поэтому Кир отправил евреев домой и обратно, дал денег, чтобы они восстановили Иерусалим и правили. Я не знаю, кто не любит евреев. Евреев не любят те, которые сами нищебродные, несчастные люди. Я, например, евреев не опасаюсь, понимаете? Скажем так. Дальше. Ну, не цепляйтесь сейчас к словам израильтяне, жители Израиля. Понятное дело. Но они вообще еврейскую нацию так называют. Дети Израилева или израильтяне. Но сейчас не надо каждой букву цепляться. Так вот, они просто работоспособные люди, которые стремятся к чему-то. И те, которые ни хрена не добились жизни, всегда будут обвинять евреев. Вот они такие-сякие, нехорошие. Вот мне, например, еще раз повторяюсь, евреи никак, скажем так, не мешают жить. Поскольку евреи создали мировые религии, они так и говорят, ислам и христианство – это наши филиалы. Поскольку они создали эти религии, поскольку они были зарождены во время эры рыб заканчивается. Еврейское владычество, то есть еврейское влияние в мире, постепенно сходится на нет. Это не говорит о том, что евреев как нации не будет. Нет, совершенно о другом. Их влияние, их сила постепенно начинает спускаться. Значит, кто зародился во время эры Водолея? Эра Водолея. Время зарождения армянской нации, время зарождения индоевропейской расы, куда входят русичи, славяне, индусы, персы и так далее. Так вот, дорогие друзья, эра Водолеев – это время армян. Можете думать, что хотите. Можете опять сказать, вот, специально говорит, потому что она армянка. Я говорю, как есть. Не потому, что я армянка или кто-либо. Потому что я говорю, как есть. Сейчас идет время правления армян. И это говорю не только я, это говорили многие до меня. Что эра Водолеев – это время правления армян. То есть это армянское владычество. Так что, да, ну, те народы, которые зародились, но хитрее всего из этих народов, это армяне. Поэтому править будут они.
Командовать парадом буду я. Так, все, дорогие друзья, время подходит, мне нужно выйти. Скажем так, будет, а тут никуда не денешься, это правда. Значит, где там 4 нации? О чем вообще вы? Раз уж вы хотите, значит, про джиннов, будут вам джинны. Сделаем. Был уже один эфир, но будет еще. Все. Всем удачи, всех благ, я побежала. Потому что мне нужно выйти по делам.